Всем привет! Очередной аппарат от подписчика. 75-я знаменитая Кобра. Значит, какие тут проблемы? Приехала на ремонт. Проблем-то две, скорее всего. Или смазка, или шестерня. Также слушайте, какой звук при закрытии капюшона. Ну, как-то его тоже нужно устранить. Магнитолка пыльная. Пыль Петиксама, скажите. В колонках. Значит, ее нужно будет разобрать, всю помыть, побрить, перевести в божеский вид. Но самое что хорошо, что Сидюк работает. Сидюк работает, это хорошо. Также надо будет обязательно посмотреть, в каком состоянии НЧшные подвесы. Здесь они еще стоят родные. Смотрите, какое непотребство. Потекли батарейки. Ох, как это плохо. Это все сейчас может туда затечь вовнутрь. Ну, дай бог, будем надеяться на то, что там внутри все нормально. Но, коллеги, не доводите до такого. Следите за батарейкой. Забыл показать, какая еще беда с аппаратом. Чтобы вы понимали, посмотрите, какая трещина по корпусу. Подписчик говорил, это спасибо службе доставки, которая сделала вот такой вот кошмар. Значит, тут по-хорошему, конечно бы, изнутри все пропаять, потом зашпаклевать все это дело, потому что вон отверстие, зашпаклевать, все затирать и перекрашивать. Но подписчик сказал, что нет, склейте, вот, чтобы трещина не расходилась дальше. И на этом все. Ну, все так все. Заказчик всегда прав. Магнитола очень пыльная. Она ни разу не разбиралась, насколько я почувствовал. Значит, роликом прижимным. Смотрите, в каком состоянии ролик. Ролики менять однозначно 100%. Очень давно, получается, никто ее не слушал. Кассетная часть. Еще Сидюк я забыл достать. Но сейчас Сидюк-то мы достанем. Ну что, дальше продолжаем. Надо будет долезть до лентопротяжки и уже смотреть, что там с ним. Извлек я на свет Божий протяжку. Смотрите, в каком она великолепно чудном состоянии. Все это теперь чистить, мыть, смазывать, проводить полную профилактику. Скорее всего, придется полностью разбирать и отпаивать двигатели, потому что что-то, мне кажется, тут веселуха будет большая. Плата тюнера. Вот это мне уже не нравится, коллеги. Вот смотрите, вот это все, это вода. Попала вода, и вот она, капля конкретно сюда. Ну, сейчас помою. Ну, это очень плохо. Потому что, видите, пошла коррозия по плате. Вот так будет гораздо лучше. Вроде ее подлечил. Потому что не надо, чтобы коррозия шла по плате тюнера. Потом, где вы ее возьмете, ее ремонтировать, это ужасные страдания будут. Ну, все чистенько. Что, протяжки я сделал, промазал. И начинаются у нас опять приколы Кобр. Как обычно, это приколы кнопок. Смотрите, нажимаем воспроизведение. О, пока все хорошо, да? Теперь громкость добавляем. О, а сейчас срабатывает. О, смотрите, раз. И нажался стоп. Кнопки. Да, это приколы кнопок. Сейчас мы будем все это дело опять-таки разбирать. Может быть, скорее всего, придется их менять. Ну, попробуем сначала почистить, и там разберемся. Хотя все говорят, что их менять лучше.
А все оказалось гораздо проще. Полез я к кнопкам. Как обычно, сначала я их задул, пропшикал. А потом вспомнил. Ведь сам же снимал видео практически с такой же ошибкой. То есть там видео было, я вам оставлю ссылку в описании. Ошибка F03. И всего-то навсего. Тут же протяжки стоят такие же, как и на Hi-Fi. Расщелкнулся один из приводов. Я его защелкнул, поставил на место. И все отлично заработало. Ну, еще заодно и кнопки промазались. Ничего от этого, как говорится, страшного не будет. Ну, а так все. Аппарат собран. Аппарат сделан, почищен, помыт. Все прекрасно работает. Есть там у него еще, конечно, интересные такие вещи у этого аппарата. Но это, я думаю, видео, ну это точнее тема другого видео. Там нашел я одно очень интересное такое отличие 75 от 707. Так, забегу вперед, скажу о том, что у 75 модели один диффузор вперед только стоит, а у 707 два диффузора вперед и назад. И я как-то взял, заткнул ватой задние диффузоры у 707-го, но она стала интереснее играть. Но я думаю, это я сниму следующее видео за 707-ю. И мы посмотрим по ЧХ, что оно будет. Ну что, на этом я буду заканчивать. Вот такой вот отличнейший аппаратик у нас получился. Чистенький, новенький, красивенький. Ну как новенький, относительно новенький. Самое, что меня интересует, насколько еще хватит родных подвесов. Ну, на этом буду прощаться. Всем мира, добра. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Россия оккупант. Пока-пока.